Добрый день, дорогие пекари! Сегодня будем делать вот такое необычное изделие. Это ржаной калач, вернее ржано-пшеничный, но здесь больше все-таки ржаной муки и здесь ржаная закваска. Красивая формовка, очень пряный, интересный вкус на заварке. Давайте начинать. Я уверена, он вам понравится. Ржаной хлеб начнем с заварки. И в заварку я положу красный солод и специи. Возьму звездочку бадьяна, 4 бутончика гвоздики, 2 чайные ложки семян кориандра. Смалываем. Мелко очень все перемолола. Аромат уже потрясающий, но еще для оттеночка я добавлю чуть-чуть кардамона. Вот так, капельку прям. Молотый кардамон. Перемешаю. Теперь мы берем любую посуду, которая у нас накрывается крышкой, пересыпаем специи и добавляем сюда красный солод. Это ферментированный ржаной солод, где-то 20-25 граммов. И еще раз перемешиваем со специями, заливаем кипятком. Меня часто спрашивают, сколько кипятка нужно на солод. Если мы завариваем без муки, просто солод, кипятка нужно, чтобы покрыло солод. Здесь у меня чуть больше. По весу 130 граммов кипятка. И сейчас у нас не будет завариваться мука, не будет клейстеризоваться крахмал, не будет никакого осахаривания. Таким завариванием мы просто даем солоду раскрыть свой аромат, ставим на подставку для горячего. И сейчас нужно просто дождаться, чтобы солод у нас заварился и остыл до комнатной температуры. Потом можно приступать к замесу теста. Заварка у меня остыла до комнатной температуры. Видите, что она не стала однородной. Раскрылся аромат специй и солода. И сейчас приступим к тесту. Я буду делать хлеб на простокваше. Вот здесь у меня прокисшее молоко. Мне нужно его куда-то использовать. И я решила сделать этот хлеб. И здесь у меня закваска созревшая. Обязательно пробуйте закваску. Ржаная закваска должна быть ощутимо кислой, такой, чтобы у вас вызывалось слюноотделение. Берем 200 граммов закваски, выливаем всю заварку. Не случайно я говорила, что жидкость эту учитывайте в рецепте. Если вы видите рецепт и хотите сделать заварку, значит жидкость берем из рецепта на заварку солода. Добавляю 120 граммов простокваши, 35 граммов светлого меда. Чтобы хлеб был более насыщенный, ароматный, я использую ржаную цельнозерновую муку, 80 граммов ее. И чтобы текстура была нежнее, возьму первый сорт пшеничной муки, 250 граммов. Не забываем про соль, 10 граммов. И теперь остается все перемешать. Замешивать можно в миксере, в комбайне, можно датским венчиком, можно шпателем, любым, которым вам удобно. Можно просто руками. Тесто обязательно перемешать до однородности. Если оно получается плотнее, чем вам хотелось бы, значит добавляем еще либо воды, либо простокваши. Перехожу на замес руками, чтобы почувствовать густоту теста. Мне вот как раз нравится такая густота. Видите, оно одновременно пластичное и мягкое, нежное. То есть оно не текучее и не сухое одновременно. Поэтому я такую густоту оставлю, не буду добавлять больше жидкости. Тесто у меня получилось настолько послушным, достаточно плотным и не липким, что я, в принципе, без проблем замешиваю на столе. И видите, оно даже не оставляет следов, при том, что стол у меня не смазан вообще ничем. Ни водой, ни мукой, ничем. В общем, довожу тесто до однородного состояния. Делаю хороший замес. Смотрим, чтобы не было ни промесов. Вот, например, сухая мука. Такого быть не должно. Чтобы облегчить себе дальнейшую работу с тестом, смазываю миску подсолнечным маслом. Беру тесто и укладываю его на брожение. Брожение составит 3 часа при температуре 26-28, можно даже 28-32 градуса. Ищите место потеплее, и тогда тесто поднимется быстро и красиво. Прошло 3 часа брожения, сейчас будем формовать. Этот хлеб я решила сформовать калачом. Хочется мне его видеть калачом. И сейчас я вам покажу, как это делается. А еще формовку вынесу в отдельное видео, чтобы было удобнее. Смотрите, либо смачиваем, либо смазываем руки подсолнечным маслом. Масло обычно на руках держится лучше,
чем вода. Вода быстрее впитывается. Чуть-чуть подсохло у меня тесто. Выкладываем тесто на руку. Видите, хорошо бродит. Дальше в середине делаем дырочку. Это тесто ржано-пшеничное. И с ним нужно обращаться очень-очень аккуратно. Одной рукой придерживаем, другой крутим. Крутим. Когда у нас получилось кольцо, можно начать его раскладывать на бумагу и продолжать растягивать. Положите на какое-то жесткое основание и, растягивая в кольцо, делайте одинаковую толщину и достаточно большое отверстие с учетом того, что у вас будет тесто подходить. Теперь руки хорошо бы отмыть от масла и смочить. И начинаем заглаживать поверхность. Проходимся по всей поверхности. Не буду говорить, что это идеально, но более-менее меня устраивает. Все, в таком виде мы сформовали наш калач. И дальше его можно оставлять на расстойку. Вот под таким укрытием у меня была расстойка. Заняла она 45 минут. Я вижу, что дырочки в принципе появились. Не скажу, что он сильно увеличился, но достаточно. Будем готовить к выпечке. Я решила его декорировать. Смочила трафарет, чтобы он у меня не прилипал. В ситечке у меня мука. Теперь здесь. Здесь. Оп. И уголок присыплю. Ну, все. По-моему, красиво. По крайней мере, мне нравится. Дальше. Лишнюю бумагу можно убрать, чтобы она нам не мешала. Не забываем про пар при выпечке. Ставлю миску на дно, духовка разогрета на 300 градусов. Нагрев у меня вверх плюс низ. Отправляю на 3 минутки с паром, затем я выну миску и буду допекать при 200 градусах еще примерно 40, ну, наверное, не 40, наверное, 30 минут, потому что здесь кольцо и объем теста маленький достаточно в изделии. Калач ржаной у меня готов. Получился красивый. Вот здесь смотрите, сколько я не заглаживала трещину на тесте. Все равно, видимо, попала вода, все равно получился подрыв. Но, на мой взгляд, ничего в этом страшного нет. И даем ему полностью остыть. По-моему, получилось красиво. Мне нравится. Вам всем желаю вкусного хлеба. Присоединяйтесь ко всем моим ресурсам. Приходите ко мне на курсы. Будем с вами печь и испечем еще много всего интересного.